Высшее военное командование США рекомендовало Трампу прекратить бомбардировки Ирана. А сам Трамп с помощью искусственного интеллекта уже всех победил. Аббас Аракчи обвинил президента Украины в атаке на иранское судно и заявил, что не оставит это без ответа. Путин озвучил новые претензии к Киеву и заявил, что Украина потеряет западные территории. В Берлине во время задержания застрелили мужчину, который накануне наехал на толпу во время Прайда. Во Франции и Испании более 300 тысяч человек эвакуировали из-за масштабных лесных пожаров. На Аляске медведи устроили пир у водопада Брукс. Десятки хищников собрались в одном месте из-за массовой миграции лосося. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Высшее военное командование США рекомендовало Трампу прекратить бомбардировки Ирана, поскольку кампания достигла предела своей эффективности. Об этом сообщает издание Axios. По данным журналистов, с такой рекомендацией выступил командующий Центральным командованием Вооруженных сил США адмирал Брэд Купер. Именно его слова, наряду с мнением других советников, повлияли на решение Трампа приостановить американские удары по Ирану. По данным Axios, в дни, предшествовавшие встрече, Трамп склонялся к возобновлению масштабных боевых действий. Однако вечером в четверг его позиция начала меняться. В пятницу решение приостановить бомбардировочную кампанию окончательно сформировалось, добавили источники. Издание также сообщает, что перед этим Купер представил свои рекомендации Пентагону, Объединенному комитету начальников штабов и Белому дому. Командующий отметил, что следующим возможным шагом могло бы стать возобновление масштабной операции с целью уничтожения оставшихся 20% целей, которые американские военные выявили, но не атаковали в ходе операции Operation Epic Fury. Однако, если решение о возвращении к полномасштабным боевым действиям принято не будет, продолжать бомбардировочную кампанию последних 2 недель, по его мнению, не имеет смысла, сообщили источники. Президент США Дональд Трамп распорядился временно приостановить удары по Ирану, чтобы предоставить шанс дипломатическим переговорам. Об этом в эфире Fox News заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтс, отметив, что Вашингтон дает Тегерану немного свободы для поиска дипломатического решения. При этом Уолтс не раскрыл деталей возможных переговоров между сторонами. После 13 ночей взаимной эскалации Пентагон прекратил бомбардировки, а в выходные не поступало сообщений о новых ударах Ирана по соседним странам. В Белом доме подчеркнули, что Трамп всегда отдавал предпочтение дипломатии, однако ранее продемонстрировал готовность применить силу в случае отказа Ирана от серьезного диалога. В Вашингтоне рассчитывают, что пауза в боевых действиях создаст условия для возобновления переговорного процесса. Как сказал президент, мы готовы к бою. На театр военных действий направляется еще больше сил, но он дает переговорам немного пространства, он дает им немного свободы. В течение последних нескольких недель, и особенно в последние несколько дней, в переговорах участвовали представители Омана, Ирана и ряда других стран на всех уровнях, от самых высокопоставленных до технических специалистов. Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social серию изображений, созданных искусственным интеллектом, с явными угрозами в адрес Ирана. Публикации появились на фоне сообщений о возможном возобновлении переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Одно из изображений называется «Удар по Харку». На нем американские самолеты атакуют иранский остров, охваченный огнем. Харк является главным центром экспорта иранской нефти и ранее уже подвергался ударам США. На других картинках с подписью «Теперь это наш танкер» изображены Трамп и американские военнослужащие, устанавливающие флаг США на борту танкера. Иранский флаг лежит у их ног. Публикация появилась после того, как Пакистан сообщил, что получил от США и Ирана ответы на предложение возобновить переговоры. На других фотографиях глава Белого дома обратился к научной фантастике, опубликовав снимок в образе космического командора. Верховный лидер Ирана Маджтаба Хаминеи направил послание ливанской Хизбаллы, в котором назвал джихад и сопротивление единственным оставшимся путем. Подлинность опубликованного документа на данный момент независимо не подтверждена. Текст послания распространил ливанский телеканал «Аль-Манар», связанный с Хизбаллой. В нем утверждается, что народы мира больше не способны терпеть политику Соединенных Штатов и действия Израиля, а выходом из сложившейся ситуации называется продолжение вооруженной борьбы. В документе также затрагивается ситуация в Ливане. В нем говорится о защите суверенитета страны и необходимости полного прекращения израильских военных действий. Отдельно упоминается меморандум о взаимопонимании с США. В послании утверждается, что защита ливанского суверенитета занимает в нем центральное место, а этому вопросу придавал большое значение покойный Али Хаминеи.
Исламская республика Иран, в соответствии с политикой верховного лидера и мученика революции, имама Саида Али Хаминеи, да пребудет с ним довольство Аллаха, определила защиту этих угнетенных и могущественных маджахедов в качестве своей стратегической политики. Она установила сохранение территориальной целостности Ливана и полное и безоговорочное прекращение агрессии сионистского режима в качестве основного условия для любого меморандума о взаимопонимании, направленного на прекращение навязанной войны с агрессором Америкой. Сегодня, когда народы мира достигли предела своих возможностей в условиях угнетения и тирании правительства США и преступных, совершающих геноцид и алчных сионистов, не остается иного пути, кроме джихада и сопротивления. Твердость на этом пути принесет обещанную божественную победу маджахедам пути истины. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен отправиться в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН, несмотря на критику со стороны мэра города Зарана Мамдани. В интервью программе Sunday Morning Futures на телеканале Fox News Нетаньяху заявил, что рассчитывает посетить ежегодную встречу ООН, если только ситуация с безопасностью не изменится. Нетаньяху также раскритиковал Мамдани, заявив, что мэр разжигает ненависть, и сказал, что некоторые еврейские жители города испытывают страх. Я, безусловно, намерен приехать в Нью-Йорк. Я появлялся почти каждый год, не каждый год, но почти каждый год в период моего премьерства на ассамблее. Если только не возникали проблемы с безопасностью. На чем же основывается вся эта история с мэром Нью-Йорка? Это преступные сфабрикованные обвинения. Вот что он использует. И посмотрите, что он делает. Он разжигает ненависть. Он должен быть мэром всех жителей Нью-Йорка. Евреев, христиан, мусульман, всех. Но он пытается настроить одну группу против другой. Он сеет ненависть и страх. Я разговариваю с американскими евреями в Нью-Йорке, и они сейчас боятся. И я не думаю, что это случайность, что после того, как он произнес эту ненавистную речь против Израиля и против меня на следующий день, еврея зарезали, когда он выходил из синагоги, я думаю, с криком «Аллах Акбар! Аллах Акбар!». И вы знаете, что это значит. Так что я думаю, это позор. Это очень плохо для Нью-Йорка. Я думаю, это очень плохо для мира. Но что касается вашего вопроса, я намерен приехать и сказать правду, выступить от имени Израиля и Израильско-американского альянса с трибуны Организации Объединенных Наций. Кроме того, лидер Израиля также предостерег Иран от любых будущих нападений на свою страну, заявив, что Тегеран совершит ужасную ошибку, если нанесет удар по Израилю напрямую или через прокси-группировки. Глава израильского правительства подчеркнул, что независимо от наличия или отсутствия дипломатических соглашений, ядерные амбиции Ирана должны быть окончательно остановлены. Он отметил, что Иран должен осознать цену своей политики, заключающейся в поддержке глобального хаоса, внутренних репрессиях и нападениях на другие государства региона. Если Иран нападет на Израиль напрямую или через посредников баллистическими ракетами, беспилотниками или дронами-убийцами, он совершит ужасную ошибку. Потому что наш ответ, ответ Израиля, будет очень и очень решительным. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обвинил президента Украины Владимира Зеленского в атаке на иранское коммерческое судно и заявил, что Тегеран не оставит этот инцидент без ответа. Об этом он написал на своей странице в соцсети. Он назвал случившееся грубым нарушением устава ООН и утверждает, что удар был нанесен по приказу Израиля с целью втянуть Европу в войну. Зеленский атаковал иранское торговое судно, убив моряка. Вопиющее нарушение устава ООН, совершенное по указанию Израиля с целью втянуть Европу в войну. В разговорах с верховным представителем ЕС по иностранным делам Каллас и министром иностранных дел России Лавровым ясно дал понять, что действия этого бездельника в Киеве не могут оставаться без ответа. Турецкий сухогруз Golden Leo, получивший серьезные повреждения в результате российского ракетного удара неделю назад, 26 июля перевернулся в Одесском заливе и пошел на дно. На борту до сих пор находится груз, а судно находится в участке моря с глубиной от 22 до 24 метров. 19 июля Россия атаковала сухогруз Golden Leo, перевозивший кукурузу, 3 крылатыми ракетами Х-59. После попадания одной из них на судне вспыхнул пожар, в результате чего погибли 10 членов экипажа и лоцман. Удары по гражданским судам в Черном море стали систематическими. Всего за несколько дней до этой атаки Россия обстреляла торговое судно в одном из портов Одесской области, а еще раньше дроны повредили 2 иностранных балкера у Одессы. Во время выступления в Петербурге на мероприятиях ко Дню военно-морских сил Владимир Путин снова сделал несколько циничных заявлений о войне в Украине. На встрече с личным составом военно-морских сил Путин утверждал, что Россия якобы не начинала войну, а лишь отвечает на боевые действия,
который, по его версии, инициировал Киев при поддержке западных партнеров. По его словам, все действия Москвы оправданы необходимостью защитить государственные интересы, а в победе он, мол, не сомневается. Важно то, что морская пехота, безусловно, важнейшая часть вооруженных сил в целом. И эффективно работает до сих пор на всех участках, где бы вы ни воевали. Это правда. Что касается, я не случайно сказал, что всегда впереди, и поэтому, конечно, вы наверняка видите, когда первыми заходите в освобожденные населенные пункты, видите, что там происходит или происходило. Вопрос, а почему так происходит? И что это из-за агрессии России, что ли, так называемая агрессия? Да нет, конечно. И агрессии-то никакой нет, потому что я уже много раз говорил, хочу еще раз подчеркнуть, ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим сегодняшний при поддержке Запада в отношении Юго-Востока, тогдашнего Юго-Востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию. Ну, вы знаете, по истории всегда делили на левобережную и правобережную Украину. Левобережная всегда считалась не просто ориентированной на Россию, а частью России. Да, а Донбасс, я тоже уже говорил, я читал эти самые архивные документы, когда еще советское правительство приняло решение по просьбе представителей Донбасса включить их в РСФСР. А потом из более западных частей приехали тоже большевики, да, и уговорили Владимира Ильича Ленина отдать эту часть в формирующуюся, создаваемую Украину. Путин также пригрозил, что, цитируем, «Украина рано или поздно потеряет свои западные земли». И цинично заявил, что Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины. Однако после того, как Киев объявил Москву врагом, западные регионы рано или поздно вернутся к Польше, Венгрии и Румынии. Смотрите, что происходит в соседней стране. Они все там передрались, переругались, как пауки в банке. Делят деньги, которые украли у украинского народа, либо крадут у своих западных спонсоров. Делят и друг друга изживают сосвету. Бегут за границу, прячутся, опять возвращаются и так далее. Вот. Ну какое же там единство? Кроме всего прочего, там есть на западной части Украины подарок Иосифа Виссарионовича Сталина после войны в Украине. Сталин Украине подарил эти земли, но подарил как в рамках единого государства. Видимо, ему в голову не приходилось, что может сложиться такая ситуация, как сегодня. Кстати говоря, уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрия принадлежала, Румыния принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, 2, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия. Но они сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию своим врагом, а русских объявить на Украине нетитульной нацией, что вообще чушь, бред собачий. Но они это сделали, они же приняли решение официальное, что русские на Украине – это нетитульная нация. Здрасте, приехали. А что это тогда? Так, ну, бог с ними. В Германии полиция во время перестрелки ликвидировала 21-летнего исламиста Абдулу Балута, который въехал автомобилем в толпу участников ЛГБТ-прайда в Берлине. Во время задержания мужчина якобы бросился на силовиков с ножом, после чего полицейские открыли огонь. Сообщается, что мужчина – гражданин Германии ливанского происхождения. Немецкие СМИ передают, что он был сторонником террористической группировки «Исламское государство» и имел судимость. Нападение произошло рядом с парком Тиргартен, неподалеку от Бранденбургских ворот в субботу. Фургон врезался в толпу. В результате теракта погиб 1 человек, 29 получили ранения. После гибели подозреваемого следователи продолжают проверять информацию о возможных сообщниках. Свидетели ранее сообщали о возможном пассажире авто, на котором был совершен наезд. По данным правоохранителей, нескольких человек из окружения подозреваемого временно задерживали для допросов, 2 из них уже отпустили. А 1 мужчина остается под стражей. Мы находимся в садовом комплексе в берлинском районе Шпандау, где около 18:00 по местному времени берлинское командование специальных операций задержало мужчину, подозреваемого в совершении вчерашнего нападения в Гроссер-Тиргартене.
Подозреваемый побежал к полицейским, вооруженный холодным оружием. Именно поэтому полиция применила огнестрельное оружие. В результате стрельбы подозреваемый получил настолько тяжелые ранения, что хотя врач скорой помощи сначала смог его реанимировать, он скончался на месте. Мы продолжаем расследование. Мы уведомили прокуратуру, и в настоящее время начато расследование смерти и дальнейшее расследование нападения. Мы предоставим обновленную информацию, как только получим новые сведения. Находящийся с визитом в Сирии генсек ООН Антонио Гутерриш посетил тюрьму Седная в пригороде Дамаска. Тюрьма Седная в сирийской столице, которую также называют «человеческой бойней», печально известна практикой жестоких пыток и бесчеловечного обращения с людьми, которые применялись там во время правления режима Асада. В конце декабря 2024 года, после свержения власти, она перешла под контроль повстанцев, которые освободили находившихся там заключенных. За время своего пребывания в Дамаске Гутерриш встретился с представителями высшего сирийского руководства, в том числе с президентом Ахмедом Аль-Шараа, министром иностранных дел Асадом Аш-Шайбани и спикером нового парламента переходного периода, который провел свою первую сессию в этом месяце. Кроме того, глава ООН встретился с военнослужащими миротворческих сил организации, развернутых на сирийских голландских высотах, оккупированных Израилем, а также с представителями сирийского гражданского общества, различных общин, женщин и молодежи. Во время визита в Дамаск Гутерриш заявил, что все санкции против Сирии должны быть немедленно отменены. По его словам, стране необходимы инвестиции, восстановление инфраструктуры и помощь в возвращении беженцев. Организация Объединенных Наций поддерживает народ Сирии в этот решающий момент. И я пришел с самым сильным призывом к международному сообществу, призывом не жалеть усилий для поддержки сирийского народа и сирийского правительства. Я приветствую шаги, которые ослабили санкции и открыли новые возможности для экономического восстановления. Но все эти санкции должны быть немедленно сняты. Пожары на юго-западе Франции продолжают стремительно распространяться, вынудив власти эвакуировать 250 тысяч человек из департамента Жеронда, где находится Бордо. Огонь уже уничтожил 240 домов, а в городе Ле-Порш сгорели 153 здания после того, как пламя окружило населенный пункт. В регионе работают около 3000 пожарных, 2000 военнослужащих. По словам властей, пожары остаются чрезвычайно интенсивными и непредсказуемыми, а сильный ветер осложняет их тушение. Ситуацию усугубляет образование пирокумулонимбусов, грозовых облаков, возникающих над очагами возгорания и способных создавать собственные порывы ветра и вызывать новые пожары ударами молний. Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил, что масштаб бедствия беспрецедентен и главной задачей остается спасение людей, призвав жителей немедленно выполнять распоряжение об эвакуации. Тем временем местные жители организовали в пострадавших районах пункты помощи для пожарных, где добровольцы обеспечивают их горячей едой, местами для отдыха и даже массажем между сменами. Несмотря на приближение огня к Бордо, городские власти заявляют, что эвакуация самого города пока не планируется, а в нем размещены тысячи жителей, вывезенных из более опасных районов. Я очень рада, что могу хоть немного утешить людей этими обедами и сделать все возможное, чтобы им стало лучше. Пусть это будет хотя бы один приятный момент для них. Мы разделяем с ними эти обеды, мы здесь, чтобы поговорить, потому что они измотаны. Есть очень молодые пожарные, которые тоже были потрясены увиденным. Думаю, многие из них никогда раньше не сталкивались с пожаром такого масштаба. Какие чувства я испытываю? Прежде всего, я бы сказала, что рада видеть столько солидарности и взаимопомощи, но в то же время меня немного опустошает судьба этого прекрасного города, его лесов, дикой природы и людей, которые так много потеряли. Меня это задевает, потому что многих из них я знаю. Сейчас мы сосредоточены на действиях, поэтому у нас нет времени на размышления. Думаю, самое сложное придет потом, во время восстановления. Именно тогда мы не должны терять терпение или позволять этому духу солидарности угаснуть. Огонь окружил город и распространился по всему его периметру, уничтожив 153 дома, которые на данный момент идентифицированы. Затем пламя переместилось дальше на запад и юг. Сегодня вечером оно успокоится, но остается вблизи двух крупных туристических объектов на побережье. Постоянно возникают очаги возгорания и новые вспышки. Погода действительно не на нашей стороне, и прогноз на ближайшие дни включает в себя еще одну волну жары. Это означает, что риск новых вспышек остается очень реальным. Лесные пожары, продолжающие бушевать в Испании, уничтожили около 77 тысяч гектаров и вынудили эвакуировать или ограничить передвижение около 90 тысяч человек в 3 провинциях – в Авиле, Мадриде и Толедо. Длительные волны жары в Европе высушили леса, превратив их в легковоспламеняющийся материал. По словам премьер-министра Испании Педро Санчеса, в этом году в стране уже сгорело 130 тысяч гектаров леса.
примерно на треть больше годового среднего показателя. Испания объявила общенациональную чрезвычайную ситуацию. Впервые в истории страны из-за лесного пожара. Президент Кубы Мигель Диас-Канель выступил с резким заявлением в адрес Белого дома, охарактеризовав действующую политику администрации США как политический геноцид. В своей речи кубинский лидер категорически отверг недавние обвинения Госдепартамента США и призвал Вашингтон немедленно снять нефтяное эмбарго, погрузившее остров в катастрофический экономический и энергетический кризис. Поводом для резкой реакции Гаваны стал доклад американского внешнеполитического ведомства, в котором кубинские власти обвинялись во внедрении в государственные структуры США и поддержке беспрецедентной волны левого терроризма на американской земле. По мнению Диас-Канеля, подобная риторика направлена лишь на поиск внешнего врага для оправдания собственных внутренних проблем Соединенных Штатов и маскировки массовых социальных протестов. Завершая свое выступление на торжествах по случаю 73-й годовщины революции, Мигель Диас-Канель призвал к прекращению санкционного давления и выразил благодарность международным организациям, продолжающим направлять на остров гуманитарную помощь и базовые припасы. Чиновники Государственного департамента США, эксперты в составлении санкций, составлении списков, придумывании предлогов — это современная версия составителей указов и военных прокламаций, которых так боялись и ненавидели в мрачные времена Средневековья или во время нацистской оккупации во Второй мировой войне. Как будто весь остальной мир из их колонии они диктуют, как следует поступать под угрозой наказания или агрессии. Мы подтверждаем, что Куба является и будет суверенной страной, что никто ни при каких обстоятельствах не имеет права принимать решения за нас, что экономические, политические и социальные решения являются и будут нашими. На водопаде Брукс в национальном парке Катмай на Аляске продолжается пик ежегодной миграции нерки, который привлекает десятки бурых медведей. В это время хищники собираются у водопада, чтобы воспользоваться одним из самых удачных периодов охоты в году. Водопад высотой около 1,5 метра становится естественным препятствием для рыбы, из-за чего лосось массово скапливается перед прыжком вверх по течению. В отдельные дни здесь одновременно можно наблюдать до 60 бурых медведей. За сутки взрослый медведь способен съедать до 30 крупных рыбин, чтобы накопить достаточный запас жира перед зимней спячкой. Именно июль считается пиком этого природного явления, когда концентрация рыбы и хищников достигает максимума. Ежегодно уникальное зрелище привлекает в национальный парк Катмай тысячи туристов, фотографов и ученых, наблюдающих за жизнью медведей в естественной среде. В зоопарке Юньнань в китайском городе Куньмин необычно отметили 12-й день рождения гигантской панды Мао Джу. По случаю праздника сотрудники подготовили для именинницы специальные подарки из бамбука: стол, стулья и кормушку, которые помогают стимулировать естественные инстинкты поиска пищи и лазанья. Главным украшением праздника стал 4-ярусный праздничный торт, приготовленный специально для панды. Кроме него, Мао Джу угостили мороженым в форме фишки для маджонга, рисовой лапшой, побегами бамбука, тыквой, яблоками, драконьим фруктом и овощным соком. Все угощения были оформлены таким образом, чтобы превратить кормление в увлекательный процесс поиска еды. Необычное празднование собрало множество посетителей, которые пришли в павильон панд, чтобы поздравить одну из самых популярных обитательниц зоопарка. Сотрудники учреждения отмечают, что подобные мероприятия не только радуют гостей, но и помогают поддерживать физическую активность и естественное поведение животных.